Саванны Австралии стали домом для огромного количества рептилий. Здесь представителей этого класса больше, чем в любой другой точке мира. Кроме того, это обитель самых ядовитых наземных змей. Но даже им стоит быть начеку, особенно когда на охоту выходит настоящий гигант. У него огромные когти, мощные челюсти и совершенная система навигации, поэтому укрываться бесполезно. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – настоящий истребитель змей – гигантский варан. Гигантский варан или перенти уступает в размерах своему комодскому родственнику, но на территории Австралии, где обитает более 20 видов семейства варанов, он – истинный король ящериц. Обычно длина тела перенти не превышает 2-метровой отметки, но наиболее успешные самцы вырастают до 2,5 метров и могут весить до 20 килограмм. Как и положено хладнокровному животному, варан начинает свой день с солнечной ванны, таким образом восстанавливая температуру тела. Обитая в засушливых областях Австралии, перенти полагается на эффектную окраску, которая маскирует его на фоне скудной растительности. Эта рептилия может поджидать добычу в засаде, но активная охота всегда в приоритете. Это сетчатая коричневая змея, вторая после тайпана в списке самых ядовитых наземных змей мира. При средней длине около 1,5 метров она предпочитает охотиться на грызунов, которые за считанные секунды погибают от малейшей дозы токсинов. Но планы змеи меняются с появлением другого охотника. Такого гиганта не интересуют мелкие грызуны. Он нацелен на более серьезную добычу. Змея не желает испытывать судьбу и находит спасение в норе. Но от варана не так просто скрыться. Перемещаясь по саванне, он сканирует воздух раздвоенным языком, с поразительной точностью определяя, как давно и в каком направлении скрылась цель. Невероятно длинная шея позволяет проникнуть в укромное место, где змея попадает в тиски мощных челюстей, вытаскивается из убежища и в считанные секунды заглатывается целиком. Если же нора оказывается слишком узкой, охотник прибегает к помощи огромных когтей, которыми без труда разносит, казалось бы, надежное укрытие. Помимо змей, рацион гигантского варана включает других ящериц, птиц и различных млекопитающих, в том числе даже молодых кенгуру. Особым деликатесом становятся яйца эму, которые, несмотря на внушительный размер, не рискуют становиться на пути рептилии и в спешке покидают гнездо. В качестве легкой наживы рассматривается и падаль. Словно пылесос, голодный варан сметает все съедобное на своем пути. Хотя за счет медленного обмена веществ варанам требуется в 10 раз меньше пищи, чем теплокровным хищникам того же размера. В списке самых ядовитых рептилий почетное место занимает мульга, или королевская коричневая змея. Ее отличают не только крайне действенные токсины, но и длина до 3 метров. Тем не менее, она всеми силами старается избегать встречи с гигантским вараном. Однако, эффективность бегства под вопросом, ведь скорость бегущего хищника может приближаться к 40 км в час, что делает его одним из самых быстрых пресмыкающихся. Варан в 2 счета догоняет цель и использует проверенную тактику. Встряхивая жертву с невероятной силой, он без труда ломает кости и раздирает плоть острыми зубами.
Большинство ящериц вынуждены перемещаться короткими перебежками. Из-за сгибания боков они не могут полноценно дышать, поэтому делают длинные паузы, чтобы передохнуть. Но эволюция наградила варанов особым методом дыхания. Под их языком расположен специальный насос, который приводится в движение развитыми мышцами горла. Таким образом, легкие всегда насыщаются свежим кислородом, что позволяет варану двигаться и дышать одновременно. Невероятная скорость и выносливость позволяет этому хладнокровному охотнику преследовать даже теплокровных животных. Иногда вполне успешно. Этим древнейшим созданиям приписывают невероятный ум. Но порой неразборчивость в пище имеет печальные последствия. Например, это последний обед Пиренти, который мечтал полакомиться ехидной. Помимо развитого обоняния, вараны обладают превосходным зрением и хорошей памятью. Они запоминают все особенности местности и благодаря гибкому телу и мощным когтям регулярно исследуют труднодоступные места. Ведь именно здесь может скрываться добыча. На этот раз внимание варана привлек еще один представитель рода невероятно ядовитых коричневых змей. За годы эволюции ящер стал менее восприимчив к токсинам местных обитателей. Поэтому он без лишних сомнений берет след, движется к цели и заключает ее в смертельную ловушку. Хищник с невероятным проворством расправляется с жертвой. В его пасти множество тонких, но невероятно острых загнутых назад зубов, которые наносят смертельные травмы и не дают шанса вырваться. Пиренти не единственные крупные хищники Австралии, поэтому и им стоит быть начеку. Чтобы не стать жертвой, они могут раздуваться и шипеть, а также использовать в качестве защиты удары мощным хвостом. Но обычно вараны притворяются мертвыми или попросту спасаются бегством. Успешными охотниками становятся не сразу. Проходит более 8 месяцев, прежде чем крохотные вараны появляются на свет, где с самого рождения каждый предоставлен самому себе. Лишенные родительской опеки, они должны не только добывать пищу, но и укрываться от многочисленных хищников, в том числе себе подобных. Ведь крупные особи не прочь перекусить собственными сородичами. Лишь самым быстрым, бдительным и везучим суждено прожить до 20 лет и стать настоящим королем ящериц. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!